Разбойники – заслуженно хитрейший класс в World of Warcraft. К вашему вниманию видеогайд, в котором мы с Трики будем разбирать классы на 20 уровне до выхода в World of Warcraft Shadowlands. Узнать, что грядет в этом дополнении, можно по подсказке и ссылке в описании. Приветствую вновь. Много лет я играю в World of Warcraft на ее стартовой версии, и сегодня я поделюсь своим опытом игры за разбойника. План рассказа, принцип игры, критерии оценивания, приглашенный гость. Разбойники являются ДД-классом, который обладает двумя собственными ресурсами – энергией и серией приемов, или иначе – комбо-поинтами. Во время боя могут выполнять завершающие приемы, которые тратят до 5 очков серии, сила которых зависит от количества затраченных очков на способность. Ликвидация. Перед боем разбойнику следует нанести на свое оружие смертоносный яд. Это пассивное усиление позволит вашим атакам вешать на противников отравление, нанося периодический урон. А также, разбойнику нужно находиться в состоянии незаметности. Начинаем бой со способности «Подлый трюк», который оглушает цель на 4 секунды, дает вам 2 очка серии приемов и выводит из невидимости. Сразу после применяем Гароту. Эта способность также дает 1 очко серии и постепенно наносит урон врагу в течение 18 секунд. Ее стоит поддерживать на вашей цели по истечению эффекта. Способность перезаряжается 6 секунд, что позволит поддерживать Гароту на 2 целях одновременно и беспрерывно. По ходу боя используем коварный удар, чтобы наносить урон врагу и набирать больше комбо-поинтов. Как только вы набрали первые 5 очков, используем рваную рану. Это еще один периодический эффект, который стоит поддерживать на цели. Как только наберутся новые 5 очков и действие рваной раны не прошло, тратим их на потрошение, нанося больше урона врагу самостоятельно. Если ваши враги убегают или находятся на расстоянии, используем отравленный нож, попутно сокращая дистанцию. Эта способность нанесет небольшой урон, наложит эффект от смертоносного яда и увеличит серию приемов на 1. При необходимости, все разбойники используют Алый Фиал, который восстанавливает 30% здоровья в течение 6 секунд. Также скрытые убийцы умеют хорошо пинаться, прерывая чтение заклинания противникам. Головорез. Разбойники-головорезы обладают пассивной способностью боевой потенциал, которая увеличивает скорость восстановления энергии на 35%. В начале боя также начинаем с невидимости. Подойдя к цели, применяем подлый трюк, а затем начинаем применять коварный удар для накопления комбо-поинтов. Эта способность специализации головореза может с шансом в 35% примениться повторно и дать возможность применить вдвое удешевленный по ресурсу и вдвое сильный выстрел из пистоля. Выстрел наносит урон, дает 1 очко серии приемов, а также замедляет цель на 50% на 6 секунд. Обязательно применяем этот выстрел, когда усиление появляется. Способность имеет дальность применения в 20 метров. Как только наберется 5 очков серии, применяем устранение, чтобы нанести большой урон разом. Или промежглаз, если требуется оглушить противника на 5 секунд и также нанести неплохой урон. Обратите внимание, что промежглаз имеет перезарядку в целых 30 секунд, так что эту способность лучше использовать только тогда, когда необходимо. Скрытность. Бой начинается как обычно, из состояния незаметности. Используем подлый трюк, если нужно оглушить цель сразу на 4 секунды, или применяем удар тьмы, чтобы нанести цели большой урон мгновенно. Эти способности также дают 2 очка серии приемов. Перед применением удара в спину стоит встать позади вашей цели, чтобы наносить на 20% больше урона. Эта способность также дает 1 комбо-поинт. Как только вы набрали первые 5 очков серии, применяем ночной клинок. Эта способность наносит периодический урон цели, снижает эффективность ее исцеления на 15%, а также увеличивает ваш исходящий урон по цели, на которой имеется эффект от этой способности. Поддерживайте ночной клинок по возможности, а пока эффект все еще присутствует, тратим набирающиеся комбо-поинты на потрошение, чтобы наносить больше урона по уязвимой цели. Способность бросок сюрикена используется по принципу отравленного ножа, если цель слишком далеко для обычных атак, чтобы продолжать набирать серию приемов. Алый Фиал все так же восстанавливает вам здоровье. Критерии оценивания. Мощность. Этот критерий подразумевает общую силу данного класса, его урон, выживаемость и способности без учета чар, талантов и профессий. Разбойники, как представители ДД-класса, довольно специфичны. Разбойники-головорезы наносят прямой урон, в то время как остальные специализации, ликвидация и скрытность, еще и наносят врагу тяжелые раны, нанося периодический урон. Несмотря на такое различие между специализациями, урон у разбойников всегда неплох. Урон по себе же разбойники переживают с небольшим трудом. Способность Алый Фиал хоть и существенно исцеляет, но имеет достаточно долгую перезарядку, восстанавливает здоровье постепенно и затрачивает энергию, что в некоторые моменты может делать разбойника лишенным исцеления. Разбойники обладают невидимостью, которая позволяет им незаметно перемещаться для большинства существ и игроков. Следовательно, напасть на разбойника первым довольно трудно, что делает его неуловимой целью в начале боя. Но несмотря на это, обнаруженный разбойник является легкой жертвой. Оценки мощности специализации разбойника следующие. Комфорт игры. Сложность или чрезмерная простота игры, нюансы применения способностей и другое.
Разбойники, подобно охотникам из прошлого выпуска, сильно полагаются на свой главный ресурс – энергию. Во всех специализациях, в том числе и у головореза с увеличенной скоростью восстановления, энергия восполняется довольно медленно, из-за чего между применением способности проходит некоторое время, что ощущается очень медлительно. Но с другой стороны, завершающие приемы, которые используют другой ресурс разбойника, серию приемов, потребляют любое количество комбо-поинтов, какое имеется, что позволяет довольно гибко и ситуативно применять накопленный ресурс в бою. Отсылки комфорта у вас на экранах. Развитие. Данный критерий оценивает сложность, вариативность и особенности прокачки вашего персонажа от левелинга до снаряжения. Разбойники во время прокачки редко когда попадают в неприятности. Они справляются с нанесением урона врагам и даже могут спокойно подходить там, где другим бы пришлось пробиваться боем, что может ускорить процесс прокачки. Могут исцеляться алым фиалом, продолжая свой путь по заданиям, так что прокачка с 1 по 20 уровень не будет трудной. Когда дело дойдет до снаряжения, то разбойникам есть где поживиться. Используют они кожу, а также все виды одноручного оружия, предметы зеленого качества, снаряжение срарников в открытом мире, предметы с заданий, подземелий, полей боя и режимы синхронизации подадут любому разбойнику для снаряжения. Оценка по развитию всех специализаций разбойника – 4 балла из 5. Особенности. Главной особенностью разбойников, несомненно, можно назвать невидимость. На Азероте немногие могут видеть скрытых в тенях разбойников, и даже те, кто могут, отмечаются разбойником особым знаком, что позволяет попросту обходить опасные места. В невидимости и даже без нее разбойники обладают самым большим спектром способностей контроля среди других классов. В их арсенале имеется замедление врага, оглушение в начале боя, посреди него и даже выведение из строя одной цели на продолжительное время вне боя способностью ошеломления, что позволит либо пройти незамеченным, либо сделать цель уязвимой для нападения союзника. Разбойники пользуются одноручным оружием ближнего боя, но они умеют носить и дальнобойное оружие. Таким образом, можно собирать внешний вид луков, арбалетов и винтовок, играя на воине, охотнике и разбойнике. Также разбойники способны обкрадывать своих врагов способностью обшаривания карманов. Эту способность нельзя применять на игроков, но довольно много интересных мелочей можно утащить у населяющих Азерот существ. Не все существа имеют карманы, поэтому обокрасть, например, животных или элементалей нельзя. К сожалению, разбойники на 20 уровне не обладают способностью взлом замка, чтобы вскрывать сворованные сундуки с добычей. Мнение сообщества. Как всегда, последним критерием для оценки класса является именно ваше мнение, которое я призываю написать в комментариях к данному обзору. В данном видеогайде разбойников представляет Double D. Можете записывать. Привет, друзья! Разбойником я играю уже достаточно давно и имею неплохое представление о всех его достоинствах и недостатках на 20 уровне. Сразу хочу оговориться для новичков и для тех, кто только собирается начать играть за Рогу. Для правильной реализации его игровых механик на 20 уровне прежде всего определите цели, которые вы перед собой ставите. Это поможет быстрее понять, что конкретно вам подходит, и в дальнейшем правильно подобрать расу, спек, таланты и экипировку. Рассмотрим выбор специализации и талантов. В специализации ликвидация я бы рекомендовал выбирать талант мастер ядоварения. Его выгода заключается в хорошем усилении основного урона и отсутствии обстоятельств его срабатывания. Талант коварный план дает очень кратковременный и небольшой бонус к урону, и при слишком медленном восполнении энергии его использование малоэффективно, а талант слепая зона вообще в полной мере не реализуем на 20 уровне. В специализации головорез я бы обратил внимание на талант стрельба от бедра, который при удачных проках коварного удара поможет набрать дополнительный комбо-поинт и сэкономить затраты энергии при удешевлении способности выстрела из пистоля. На мой взгляд, этот талант будет самым оптимальным выбором для большинства задач. Талант мастер боя увеличивает ваш шанс нанести коварный удар повторно до 45%, но сравнивая его со стрельбой от бедра, даст немного меньший урон. Талант призрачный удар является более ситуационным и не так полезен из-за 30-секундного кулдауна и относительно небольшого усиления урона. Наиболее эффективным и преимущественным его использование будет, например, при отборе флага или на арене. В специализации скрытность стоит выбирать между талантами выявления слабости и клинок мрака из-за их возможности игнорировать броню противника. Талант мастер боя я не рекомендую к рассмотрению из-за редкого шанса срабатывания. При сравнении все специализации разбойника наносят неплохой урон, но новичкам я не рекомендую рассматривать этот класс с целью нанесения больших цифр урона. В нынешних шаблонах 20 уровня вы будете уступать многим ДД в этом аспекте. В целом, при некоторых билдах и определенному подбору экипировки разбойник, конечно, может наносить внушительный урон, но в большинстве ситуаций его эффективность будет раскрыта гораздо лучше в дополнении к основным дамагерам.
Вместо акцента на уроне я рекомендую вам сфокусироваться на главной особенности разбойников, а именно богатый арсенал способностей контроля. Для этого подойдет специализация головорез, которая лучше всего раскрывает весь доступный потенциал контроля разбойника и является его самым гибким спеком на 20 уровне. Таким образом, вашей главной задачей будет контроль и интерапт противника, преимущественно отдавая приоритет хилам. Вкратце затрону основные недостатки и слабые стороны разбойника. На 20 уровне разбойник лишен способностей, повышающих его мобильность, и при желании его довольно легко закайтить на достаточно безопасное расстояние. У разбойника довольно посредственный сейф, и вкупе с особенностями типа брони это делает его крайне уязвимым таргетом для большинства дамагеров. Еще один момент, который я хотел бы выделить, это непредсказуемость и непостоянство вашего урона. Одна из кор механик разбойника специализации головорез — это случайные проки, поэтому точно и заранее спрогнозировать ваш урон сложно. Последний недостаток, о котором я хотел бы упомянуть, это медленное восполнение ресурса энергии, из-за которого у разбойника бывают большие пробелы в ротации. Исходя из этого, урон разбойника одновременно может быть как незаурядным, так и весьма посредственным, поскольку вы будете сильно зависеть от восполнения ресурса энергии и от случайных проков. Приоритеты характеристик разбойника вы можете видеть на экране. Хотелось бы уточнить, что чем выше показатель отдельной характеристики, тем меньшей ценностью она обладает. Поэтому я не рекомендую вам гнаться за предельными значениями одной характеристики в ущерб всем остальным. Также не советую вам доверять расчетам симуляции теории Крафта, так как он весьма посредственно учитывает особенности игры на 20 уровне. Балансируйте свои характеристики таким образом, чтобы между их значениями не было сильной разницы, тем самым вы сможете избежать их обесценивания. Ситуативно меняйте экипировку с разным набором характеристик, чтобы нивелировать недостаток урона или выживаемости. Поговорим о выборе расы и профессии. Честно говоря, тут нет каких-то определенных правил или рекомендаций, поэтому выбирайте расу для своего разбойника, исходя из его слабых сторон и своих личных предпочтений. Например, расовая способность варгенов повышает скорость передвижения, расовая способность людей даст возможность снимать с себя все эффекты оглушения, а способность орков поможет хорошо увеличить исходящий урон. Чтобы компенсировать отсутствие мобильности, урона или контроля, используйте различные расходники. Алхимия поможет увеличить ловкость благодаря алхимическому настою, а также кратковременно повысить скорость передвижения за счет зелья скорости. Инженерное дело позволит еще больше расширить арсенал возможностей контроля разбойника благодаря различным гранатам и аксессуарам. Также используйте скорополоховый чай, который мгновенно восстанавливает 100 единиц энергии, его можно купить в классовом оплоте разбойников. Коротко поговорим о принципе игры за разбойника. Основная задача роги — это урон и контроль вражеских хилов, но зачастую выбор вашего таргета может быть менее очевидным, поэтому от вас требуется более тщательно анализировать обстоятельства и условия НБГ, исходя из возможностей сетапа команд, а также наличия доступности ваших и вражеских кулдаунов. Следуя этим принципам, переключайте таланты перед началом БГ, а также ситуативно меняйте экипировку под разные задачи во время игры. Комбинируйте особенности своих расовых и классовых способностей вместе с расходниками, а также следите за диминишингом и наличием важных КД. Немного затрону тему позиционирования роги. Не хотелось бы повторяться и говорить о совсем очевидных вещах, например, о том, что нужно стараться стоять за спиной охотника и пытаться замансовать его трапу, кайтить вар или лост нового мага после вашего опена. Изучите особенности каждого класса на 20 уровне, будь то способности урона, контроля или передвижения. Пару полезных макросов. Данный макрос даст возможность чуть быстрее ошеломить цель с незаметностью, а второй макрос позволит вам использовать способность промеж глаз на ваш фокус при зажатой кнопке Shift. Также хочу посоветовать несколько полезных и информативных аддонов, которые сделают игру за вашего разбойника более удобной и комфортной. Nameplate Cooldowns для более детального отслеживания КД, Quartz для детализации каста и Diminish Tracker, либо его аналоги для отслеживания состояния диминишинга. Благодарю Poindexter за приглашение принять участие в данном видеогайде. Всем успехов! В очередной раз заслуженная похвала постоянному Трики и нанятому разбойнику Даблди. Спасибо и вам. В следующий раз мы рассмотрим класс мага и расскажем все необходимое про этот класс на 20 уровне.